Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я вам покажу, как связать вот такие вот большие перышки павлина. Они очень красивые и достаточно большие. Вот смотрите, какого они размера. Вот почти 13 сантиметров в длину и 9 сантиметров в ширину. Этот красивый элемент очень-очень легко вяжется. Ниточки, которые я использую, это хлопок. Толщина ниточки 282 метра в 50 граммах. Да? И крючок. Крючок один и тот же всегда у меня 1,05 для такой толщины ниток. Итак, давайте начнем. Серединка у нас выполнена вот такой вот ягодкой. Как вязать отдельно ягодку, я вам уже когда-то показывала. Но для тех, кто пропустил, давайте повторим, как это делается. В центре ягодки у нас будет бусинка, да? Поэтому начало ниточки мы оставим немножечко большой, сантиметров так 25-30, да, чтобы потом этой ниточкой вшить бусинку. Итак, начинаем. Делаем первую петлю. Сделали первую петлю, делаем 10 воздушных петель. 1, 2, так, 10 петель готовы. Теперь нужно эту цепочку соединить в колечко. Делаем соединительную петлю. Получилось колечко. Хвостик ниточки убирайте в работу. И начинаем вязать столбики без накида в это колечко. Всего нужно связать 16 столбиков без накида. Поехали. 1, 2, 15 и 16. Следующий ряд продолжаем вязать поверх первого. Точно так же вводим крючок в середину колечка и поверх первого ряда вяжем второй. 20 столбиков. В следующем ряду 20 столбиков. Считаем. 1, 2, 18, 19 и 20. Вот у нас получилось такое вот колечко толстенькое. 20 столбиков в этом ряду. Следующий ряд у нас ряд узелков. В следующую петельку вводим крючок, вытягиваем ниточку, набрасываем. Из этой же петельки вытягиваем второй раз, набрасываем и вытягиваем третий раз. Протягиваем ниточки через все петельки. И у нас получился вот такой вот маленький узелочек. Вводим крючок в следующую петлю и закрепляем узелок. Все, очень легко. В следующую петельку делаем еще один узелок. Точно так же. Второй раз вытянули, набросили, третий раз вытянули, протянули и закрепляем узелок в следующую петельку. Вот второй. И у вас по кругу должно получиться 10 узелков. Так как у нас было 20 столбиков, значит должно получиться 10 узелков. Провязываем 10-й узелок. 1, 2 раза вытянули и 3 раза вытянули, провязать. И закрепляем последний узелок. Чтобы этот хвостик у нас не болтался, давайте сразу же пришьем бусинку в центре этой ягодки. Да? Вот так ниточку протяните в иголочку. Возьмите бусинку 6 миллиметров. И давайте просто пришьем эту бусинку в центре. Протянули напротив, поддели 2-3 ниточки. Вот. Так, протягиваем еще раз через бусинку, поддеваем за 2-3 ниточки и протягиваем. Вот
Вот смотрите, бусинка у нас закреплена. Теперь ниточку нужно закрепить под столбики несколькими стежками. Просто протягиваем несколько стежков под ниточку. Все, ниточку мы закрепили. Обрезаем аккуратненько близко к краю. И теперь давайте продолжим наше вязание. Вяжем следующий ряд. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в эту петельку делаем столбик с накидом. Один накид. И между узелками делаем столбик с накидом. Вот. Получается у нас вот такая вот ячеечка. Дальше делаем еще 3 воздушных петли. 2, 3. И между следующими узелками делаем столбик с накидом. 1, 2, 3. Еще 3 воздушных петли. 2, 3 петли. И столбик с накидом между узелками. 3 петли. Столбик с накидом между узелками. 3 петли снова. 1, 2, 3. И столбик с накидом между узелками. Три петли. 1, 2, 3. И столбик с накидом между узелками. Вот. Продолжаем по кругу. Почти до завершения будем продолжать. 1, 2, 3. И столбик между узелками. 2, 3. Вот смотрите, смотрите. Вот здесь теперь у нас после вот этого вот столбика у нас осталось здесь 2 узелка. Вот арочку мы начинали здесь, 3 узелочка вот здесь, да. Делаем еще 1, 2, 3 воздушных петли. И вот в этот узелок еще делаем столбик с накидом. 1, 2, 3. А вот в этот узелок, вот между этими последними двумя узелками, делаем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Так же, как мы делали в начале. Видите, в начале у нас 5 воздушных петель. И закрепляем вот сюда уже просто столбиком без накида, маленьким столбиком. Вот смотрите, вот такая у нас получилась обвязочка. Такая вот как бы решеточка, сеточка вокруг ягодки. Начинаем следующий ряд. Делаем одну воздушную петлю подъема поворота. И начинаем под вот эту арочку вязать столбики без накида. Под первую арочку вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую арочку вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Под каждую из вот этих вот арочек вяжем по 4 столбика. И только под первую и последнюю по 5. Итак, 4. 1. И в последнюю арочку в этом ряду вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь смотрите, поворачиваем, начинаем вязать следующий ряд. Делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. В этом ряду у нас с вами должно получиться 38 столбиков. 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 7, 28 и 2 по 5. 38 столбиков. Значит, поворачиваем. Начинаем вязать столбики без накида за дальнюю петельку. Вот, смотрите. Вот это вот вводим крючочек в дальнюю петельку от себя. И делаем первый столбик без накида. Вяжем всего 19 столбиков. 1, 2, 3,
18 и 19 столбик в столбике нижнего ряда. Это у нас с вами как раз получается ровно половина. Теперь нужно сделать 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И точно так же по второй части нашего перышка продолжим вязать столбики без накида за дальнюю петельку. Тоже 19 столбиков. 1, 2, 3, 18 и 19. Вот у нас в первом ряду связано по 19 столбиков с каждой стороны. С этой 19 и с этой. Следующий ряд начинаем с 3 воздушных петель. Делаем 3 воздушные петли и поворачиваем. Вяжем столбики без накида за дальнюю петельку. Вот обязательно внимательно смотрите, чтобы это было именно вот эти вот дальние петельки. Вот за них все время цепляем крючок. И вяжем в обратном направлении в каждый столбик нижнего ряда по одному столбику. Точно так же получается у нас должно 19 столбиков. 3, 4, 18 и 19 столбик. Смотрите, вот мы довязали с вами до вот этой вот арочки из 5 воздушных петель. В этом месте мы с вами принимаем решение, в какую сторону у нас с вами завернется наш хвостик. Смотрите, один хвостик может завернуться вправо, другой хвостик может завернуться влево. Почему это происходит? Смотрите, с этой стороны связано по 2 столбика возле каждой дырочки. Вот с этой стороны по 2. С этой стороны связано по 3. Вот здесь по 3. Здесь наоборот. В зеркальном лепестке связано наоборот. Здесь по 3, здесь по 2. То есть в зависимости от того, с какой стороны сколько столбиков мы будем вязать, у нас хвостик перышка будет заворачиваться в нужную нам сторону. Итак, для того, чтобы вы могли связать симметрично, вот давайте мы сейчас вот эту начнем вязать с 3 столбиков. 1, 2, 3. Связали 3. Если вы хотите связать симметрично, то вторую начинаете вязать с 2 столбиков с этой стороны, а 3 на эту сторону. И тогда у вас хвостик завернется в другую сторону. Итак, я вам вяжу одно перышко павлина, а второе вы вяжете просто зеркально. Сейчас 3. Теперь делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И с этой стороны вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Связали. Дальше у нас идут столбики нижнего ряда. Начинаем вязать в них столбики без накида за дальнюю петельку. Вот, обязательно внимательно смотрите, чтобы это была обязательно дальняя петелька. Вяжем столбики 1, 2, 16. Смотрите, мы провязываем 16, 16 и 17.
Мы провязываем 17 столбиков без накида в этом ряду. И после первого зубчика оставляем недовязанными вот здесь 2 столбика без накида. В следующем ряду вначале делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Вводим крючочек в первый столбик за дальнюю петельку. Вот, поворачиваем и делаем столбик без накида. Продолжаем вязать столбики без накида в каждый столбик нижнего ряда. 2, 3, 17, 18 и 19 столбик. Добрались до серединки и здесь внимательно смотрим, с какой стороны мы прибавляем сколько столбиков. Значит, с этой стороны, помните, 2, вот их видно, 2 столбика. Значит, и в следующем ряду с этой стороны прибавляем только 2 столбика. 1, 2. Провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И с этой стороны, которая будет у нас выпуклая, прибавляем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше продолжаем вязание по столбикам нижнего ряда за дальнюю петельку. Вот смотрите, за дальнюю петельку косички вводим крючок и вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 18, 19 и 20. 20 столбиков без накида у нас получилось в этом ряду. В конце ряда до зубчика не довязываем 2 столбика. Вот. Следующий ряд точно так же начинаем с 3 воздушных петель. Вводим крючочек в первую петельку в нижнем ряду и вяжем столбики без накида в каждый столбик нижнего ряда. Вы знаете, даже счет столбиков в общем-то не обязателен. Вы сейчас поймете тенденцию, да? Мы вяжем туда-сюда, вот так вот, ряды столбиков. Вот в этом ряду мы не довязали 2, а в следующих рядах мы будем не довязывать 3 столбика до конца. Двадцать 21, 22, 23 столбика без накида в этом ряду. Дальше у нас идет колечко из 5 воздушных петель. Под это колечко с этой стороны, вы видите, да, мы делаем всегда по 3 столбика. 1, 2, 3. 3 столбика и снова колечко из 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Цепочку связали. И с этой стороны вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Дальше вяжем за дальнюю петельку в каждый столбик нижнего ряда по одному столбику. 1, 2, 3, 16, 17, 18 столбиков без накида. Вот обратите внимание,
В этом ряду мы оставляем недовязанными вот 3 столбика без накида в конце ряда. Начинаем ряд с 3 воздушных петель, поворачиваем. И следующий ряд, точно так же, как и предыдущий, вяжем по одному столбику в каждый столбик нижнего ряда. 2, 3. С этой стороны под колечко мы делаем 2 столбика без накида. 1, 2. Делаем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И под это же колечко с этой стороны делаем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Продолжаем вязание по столбикам нижнего ряда за дальнюю петельку. В каждый столбик нижнего ряда по одному столбику. 2, 3. 21, 22. Так, 22, да? Смотрим, сколько у нас тут осталось. Раз, два, три, 4. А мы оставляем 3 недовязанных, значит, еще один столбичек связали. Следующий ряд точно так же начинаем с 3 воздушных петель. Поворачиваем. И начинаем вязать по одному столбику в каждый столбик нижнего ряда. По одному столбику в каждый столбик нижнего ряда. Продолжаем вязать в каждый столбик нижнего ряда по одному столбику. Провязываем до самого колечка. Вот еще один столбик. Здесь считать совершенно уже не обязательно. В этом смысла нет. Мы с вами просто вяжем по принципу. С этой стороны добавляем 3 столбика без накида в колечко. 1, 2, 3. Провязываем колечко из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И с этой стороны вяжем под колечко 2 столбика. 1, 2. Дальше по вот этой части перышка вяжем в каждый столбик нижнего ряда по одному столбику. Отворачиваем, вот так смотрим, дальнюю петелечку находим и вяжем по одному столбику в каждый столбик нижнего ряда. Вот, подходим к концу ряда, смотрим здесь внимательно. 1, 2, 3 столбика оставляем недовязанными, провязываем еще 2. 1, 2. Вот смотрите, чтобы у вас в конце ряда здесь было недовязанными 3 столбика. Точно так же поворачиваем, делаем 3 воздушных петли, вводим крючочек в первую петлю нижнего ряда и вяжем столбики без накида. Точно так же в этом ряду вяжем столбики без накида в каждый столбик нижнего ряда за дальнюю петельку.
Так, обязательно за дальнюю петельку. Так, вот довязываем до серединки, до нашего колечка. Продолжаем в каждый столбик нижнего ряда по одному столбику. Вот, провязали. Теперь колечко впереди, под колечко. Вы уже видите хорошо, да? Это вогнутая сторона, это выпуклая. С вогнутой стороны делаем 2 столбика под колечко. Делаем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И делаем снова 3 столбика под колечком. 1, 2, 3. Дальше продолжаем вязание. В каждый столбик нижнего ряда делаем по одному столбику за дальнюю петельку обязательно. Считать здесь совершенно не обязательно. Просто в каждый столбик нижнего ряда по одному столбику. Так, подходим к краю ряда, смотрим внимательно. Здесь нам нужно оставить 1, 2, 3 недовязанных столбика. Провязываем еще 1 и 2. И 3 столбика оставляем недовязанными. Вот 3 столбика. Следующий ряд начинаем точно так же. 1, 2, 3. Поворачиваем, вводим крючок в первую петлю за дальнюю петельку и вяжем по одному столбику в каждый столбик нижнего ряда. Просто по одному столбику в каждый столбик нижнего ряда. Вот, доходим до нашего колечка из 5 воздушных петель. Внимательно смотрим, чтобы провязать в каждый столбик, чтобы рисунок не смещался. Вот довязали все столбики. Каждый столбик нижнего ряда по одной петельке. 1, 2, 3 столбика под колечко. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и 2 столбика под колечко. 1 и 2. В следующем ряду точно так же вяжем в каждый столбик нижнего ряда по одному столбику за дальнюю петельку. Обязательно за дальнюю петельку. Внимательно, чтобы рисунок был красивый, старайтесь не перепутать петельки и всегда вязать за дальнюю петельку по одному столбику в каждый столбик нижнего ряда. В конце ряда давайте посмотрим, посчитаем 3 столбика, 1, 2, 3,
И вот до этого места еще провяжем несколько столбиков. 1, 2, 3. В конце ряда оставляем 3 столбика недовязанными. Делаем 3 воздушных петли, вводим крючок в первую петельку, поворачиваем работу и делаем столбики без накида в каждый столбик нижнего ряда. В каждый столбик по одному столбику. Вот, дошли до серединки. Это у нас вогнутая сторона, да, ее уже хорошо видно. Делаем 2 столбика с этой стороны под колечко. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И с этой стороны под колечко вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше продолжаем вязание по столбикам нижнего ряда. В каждый столбик за дальнюю петельку вяжем по одному столбику. Довязываем до конца ряда, считаем в конце 3 столбика, 1, 2, 3, и оставляем их не провязанными, то есть до конца ряда не довязываем 3 столбика. Вот ряд закончен. Следующий ряд начинаем точно так же с 3 воздушных петель, 2, 3, вводим крючочек в первую петельку, поворачиваем и вяжем по одному столбику каждый столбик нижнего ряда, по одному. Каждый столбик нижнего ряда за дальнюю петельку обязательно следим очень внимательно. Так, довязываем до колечка в каждый столбик нижнего ряда по одному столбику. По одному. Вот внимательно. Еще один столбик. Сюда еще 1, 2, 3 столбика с этой стороны. Вот 10 колечко у нас. 2, 3, 4, 5. И 2 столбика с этой стороны под колечко. 1 и 2. Дальше продолжаем вязать в каждый столбик нижнего ряда по одной петельке за дальнюю петелечку. 1, 2.
Так вот, доходим до конца ряда. Смотрим, чтобы в конце ряда у нас осталось 3 непровязанных столбика. Вот сколько? 3 или 4? 3. Вот еще один столбик. В конце ряда оставляем 3 непровязанных столбика. Следующий ряд точно так же. 3 воздушных петли. Вводим крючочек в первую петельку. Поворачиваем. И вяжем в каждый столбик нижнего ряда по одному столбику. Скучно, долго, монотонно, зато потом как красиво. Так, вот довязываем, не пропускаем столбики, смотрим внимательно в каждую петелечку нижнего ряда по одному столбику. Так вот, доходим до колечка. Мы дошли до колечка. И под колечко делаем, сколько у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, значит, еще одно колечко, 11. Делаем в этом ряду 2 столбика. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и 3 столбика с этой стороны. 1, 2, 3. Ну, уже близится к завершению. Уже у нас вот здесь готовы 11 дырочек в центре. Сейчас уже финиш нарисовался. Дальше по столбикам нижнего ряда за дальнюю петелечку делаем в каждый столбик по одному столбику без накида. За дальнюю петельку обязательно внимательно смотрите. Доходим до конца ряда, продолжаем столбики и в конце ряда оставляем 3 столбика недовязанными. Так, смотрим. 1, 2, 3. 3 столбика в конце ряда оставляем недовязанными. Вот.